Эта удивительная история случилась неподалеку от западного побережья Тихого океана. В середине июля корабль морских биологов во главе с Адамом Стоуном отправился в плавание. Они собирались изучать финвалов, родственников синих китов. Судно проплывало мимо каменистых скал, когда до членов экипажа вдруг донеслись странные звуки. Их издавало живое существо, и оно явно попало в беду. Вскоре люди заметили молодую касатку. Несчастный кит застрял между острыми выступами скалы и не мог выбраться из ловушки. Только нижняя часть его брюха омывалась водой. Касатка могла провести так несколько часов, но затем неминуемо погибла бы. Было раннее утро, но Адам немедленно позвонил местным экологам и объяснил ситуацию. Выслушав его, они предположили, что здесь произошло. Это место давно привлекало касаток из-за лежбища тюленей, их любимой добычи. Хищники собирались в стаи, чтобы поохотиться. Эти создания очень изобретательные и умелые охотники. Например, они могут сообща создать волну и расколоть льдину, на которой дремлет ничего не подозревающий тюлень. Видимо, одна из молодых касаток не поняла, что загнала себя в ловушку. Во время отлива ей некуда было деваться, и она застряла в обнажившихся скалах. Теперь испуганный кит мог только отчаянно звать на помощь. Адам сразу взялся за разработку операции по спасению, но собственных сил биологам не хватало. Тогда Адам позвонил своим знакомым исследователям, Маргарет и Ляму, которые как раз возвращались на базу и были неподалеку. Услышав печальную историю, они тут же поплыли на помощь. По дороге ученые успели связаться с двумя организациями, которые занимаются защитой океанов и подводных обитателей. Адам с командой дожидались подмоги. Они немного приблизились к застрявшей касатке, чтобы понять, как лучше действовать. Поначалу они опасались подходить слишком близко, не хотели, чтобы запаниковавший кит поранился, пытаясь вернуться в океан. Осмотрев скалы, огорченные биологи поняли, что лучше даже не пытаться тащить касатку в воду, они могли серьезно покалечить ее. Острые камни легко вспороли бы даже толстую кожу, в области брюха и хвоста они заметили свежие кровоточащие раны. Наконец Маргарет и Лям со своей командой прибыли на место. По спутниковому телефону команда получила инструкцию, как спасти кита. До наступления прилива нужно было не дать ей перегреться и постоянно обливать водой. Когда уровень океана поднимется, она самостоятельно освободится и уплывет. Вот только прилива не было целых 8 часов. Начался невероятно утомительный для всех участников марафон по спасению касатки. Увидев толпу людей, медленно идущих к ней с неясными намерениями, касатка сильно испугалась и подала голос. От страха она дышала слишком быстро, не делая глубокий вдох. Помимо нехватки влаги, немалые страдания ей причиняла гравитация. Из-за своей огромной массы, выброшенные на сушу, киты часто задыхаются, их органы будто оказываются под многотонным прессом. Адам с командой быстро соорудили из подручных средств шланга и ленты, насос, чтобы поливать касатку водой. Было важно не дать ее коже пересохнуть. Спустя время биологи с облегчением заметили, что кит уже не кричит так отчаянно, а дыхание замедляется и становится глубже. Казалось, касатка поняла, что люди пришли ей на помощь и понемногу стала доверять им. Именно люди утешали ее и поливали столь необходимой водой, пока ее семейство только беспомощно плавало поблизости, издавая тревожные звуки. Касатку облепили мокрыми простынями, чтобы она не перегрелась. Как только простынь высыхала, ее тут же заменяли свежей, прохладной и мокрой. Увидев, что торчащий спиной плавник пересыхает, Адам снял со своей подушки наволочку и сделал из нее чехол для плавника. Им повезло, что с утра было пасмурно и прохладно, а небо затянуло серыми тучами. В полдень тучи неожиданно разошлись, и выглянуло жаркое июльское солнце. Ситуация резко стала в разы опаснее. Объединив усилия,
Люди работали без перерыва, заменяя друг друга и ни на минуту не прекращая поливать кита водой. Касатка словно была их больным ребенком с высокой температурой. Люди заботились, чтобы сбить жар, меняя сухие теплые простыни на влажные и прохладные. Страшно представить, что ждало касатку, не заметя ее вовремя биологи. Долгая мучительная смерть от жары и обезвоживания. До того, как выглянуло солнце, спасатели не трогали голову животного, боясь напугать. Лишившись зрения, кит мог в панике пораниться о камни. Но вскоре стало невыносимо жарко. Нужно было срочно защитить нежную кожу головы от солнечных лучей. Один из членов команды осторожно приблизился к касатке спереди и накрыл ее голову смоченной в воде тряпкой. Он старался оставить открытым только дыхало, которое расположено на макушке. Продержаться столько часов касатке помогли скромные размеры и возраст. На вид ей было 8-9 лет, почти детеныш, ведь в дикой природе они живут до 50 лет. К тому же весила пленница примерно 3 тонны, а не все 10, как ее взрослые сородичи. Окажись касатка взрослой, ее легкие могли бы сплющиться под собственным весом так сильно, что она задохнулась бы задолго до прилива. Поначалу все шло гладко, команда работала не покладая рук и внимательно следила за состоянием кита. Но через несколько часов самодельный водяной насос сломался, и починить его не удалось. Людям пришлось еще быстрее менять влажные простыни. Спасатели работали так уже больше 7 часов и сильно выдохлись, но они не сдавались и хотели любой ценой спасти малышку. К счастью, им улыбнулась удача. Вскоре после поломки насоса уровень океана начал медленно подниматься. Целых 8 часов люди боролись за жизнь касатки, и, наконец, их усилия были вознаграждены. Они приступили ко второй части плана. Спасатели бережно сняли с пленницы все простыни и наволочку. Теперь ничто не мешало ей выплыть из своей каменной тюрьмы и вернуться к сородичам. Избавив касатку от пут, люди на всякий случай отошли как можно дальше и затаились на ближайшей скале, чтобы наблюдать оттуда, боялись, что их присутствие заставит кита нервничать и спешить. Затаив дыхание, спасатели следили за касаткой. Они очень хотели, чтобы она наконец освободилась. Все это было не зря, ведь так. Мы ведь сделали все, что возможно. Каждый с тревогой думал об одном и том же. Уровень океана медленно поднимался, пока вода не накрыла касатку почти целиком. Она вновь крикнула, но на этот раз не испуганно. Казалось, она просто взбудоражена скорой свободой. Время шло, но ничего не происходило. Пленница все так же лежала в западне между скалами и только изредка била хвостом. Спасатели встревоженно переговаривались. Они беспокоились, что касатка пострадала серьезнее, чем они думали. Или многочасовое спасение настолько измучило ее, что сил на последний рывок уже не хватало. Боясь худшего, спасатели продолжали наблюдать со скалы. Касатка еще несколько раз ударила хвостом по воде, словно проверяя глубину. Убедившись, что может спокойно плыть дальше, и скалы больше ее не удержат, она еще 2 раза мощно ударила хвостом, поднимая тучу брызг, и освободилась. Касатка резво поплыла в открытый океан, туда, где ее дожидались сородичи. Люди наконец дали волю эмоциям. «Молодец, девочка! Так держать!» — кричали ей вслед спасатели, от радости и облегчения размахивая руками и обнимаясь. Маленькая касатка натерпелась страху, но отделалась парой неглубоких царапин. Благодаря самоотверженности и доброте этих людей она смогла вернуться к своей семье.